Как там много интересного всего. А я приехал за своей полкой. Вау. Где тут моя полка? Но не это. 9900 вот этот дубовый ящик. О, люстра какая висит. Ух ты, там орлы держат эти цепи. Там красоты сколько. Обалдеть. А я, кстати, недавно здесь, вот где, вот там впереди домик, где я забирал свою как раз вот эту аптечку. Сколько там, пару дней назад. Это я перед закрытием уже сюда устремился. Там рама какая большая стоит тоже. Ух ты, бюст какой. Статуэтка шикарная. Вот она большая, широкая, ну в принципе как мне и нужно, чтобы она была вокруг стола. И на ней предметы будут стоять. Что-то тут будет висеть. Угу. Ну-ка, если в шкаф заглянуть, вот это что-то интересное. Подача, да? По всей видимости, может быть, горчица или еще чего-то. Это, наверное, ценный, можно по раздельности приобрести. Здесь, кстати, вижу урановое стекло. 2991 бокальчик. Ух ты, смотрите, какой предмет. Курительный или дутельный. Но очень атмосферовательный. Кто это? Дракон, наверное, да? Интересная штучка. Так, есть вот такая полка, она 12 тысяч стоит. Моя стоила 10 тысяч, но я с ними сторговался на 7. Топчика прям я такого что-то не вижу, ничего, чтобы еще что-то захотеть. Вот рыба интересная. Но это брутальные места оформлять. Ну, не новый, конечно, но это не прям раритет какой-то. Такие вазочки. Такая посуда у бабушки, кстати, сервантик. Весы здесь вижу хозяйственные, даже надпись есть, хозяйственные. Стандарт Йорк, или что написано. И шикарный огромный граммофон. Вот он у них стоит за 75. Если они его отреставрируют, он будет 100 с лишним стоить. Но он огромнейший, большой. Вот эту штуку я видел на Авито, и вот она здесь, 5000 она стоит. Это сюда рожок вазу вставлять. Кстати, я сейчас еще по дороге вазу купил, тоже на Авито нашел, очень интересную, покажу вам. Еще один здесь стоит. А вот этот почем? Не продается, к сожалению. Не продается. У весов верхняя часть сохранилась. Деревянная шкатулочка, старинная. Наверное, ручная выработка. Был ключик когда-то у нее. Вот этот костюм, чей, он даже не знаю, такой странный. Тут, наверное, должны быть бегать жидкости разноцветные. Кто знает, что это такое. Кстати, вот комодик, вернее, не комодик, а трильяж, видите, для узких простеночков. Редкий, небольшой такой. Стоимости, конечно, не знаю, но вот кто излишеств не любит, корон, как я, нету сверху короны.
Хотя вот я сейчас на свой буфет нашел, но мне еще никогда было связаться с девушкой, как бы она там не продала. Но вроде бы зрительница моя и вроде как должна была мне привезти корону на мой буфет. У нее лежит дома корона. Так, ну что вам еще показать? Кстати, вот таз лежит у них. 2993. Но это тоже не глубокий. Получается, вот такой мне вышлет Маргарита с Волгограда. Да, точно такой же неглубокий. Там, видите, редчайший сервиз для яиц стоит. Пашотницы. Здесь вообще комплект целиком. На тему, кто это, скоморох, да, или кто это. Вот эти предметы, чтобы вилка, ложка класть. Класть. Ложь клади. 15 тысяч статуэтка. Японка или китайка? А вот это классная. Гусыня с гусятками. 15 тысяч. Здесь вот такие красавцы подвесные. Лежат. 1500. И это, и другая. Так, две вазочки вижу одинаковые. Бронза или латунь. Кстати, красивые, да. Угу, очень даже. Между прочим, тяжеленькая бронза. Япония, да, или Китай это? Интересно, почем? В паре смотрится замечательно. Старенькие тарелочки. Вот это 10 тысяч с реставрацией. Видите, бачок отреставрирован. Так, Долбышевский фарфор. 1926 год. 5000 одна тарелочка. Здесь тоже вижу урановое стекло. Это, не буду врать, не опаловое. Точно не знаю. Вот эта подставка красивая, по-моему, под ножи. Ножи туда втыкать. Англия. 3 предмета, 15 тысяч. Наверное, эту картину можно назвать «Осень». Сбор урожая. Вагнер, 30 тысяч, бронза. Видите, у него металлический гвоздь торчит. Что-то здесь было продолжение у руки. Ну, красавец, да. А, кстати, вот зеркало какое интересное, необычное. Опс. С птицей. 300 тысяч. 25 тысяч. Часики. Здесь Никола Угодник. Пара консолей за 5 отдают. Ну вот я как бы хотел, не знаю. Сейчас подумаю за 5. Мельница бронза, плачущая девочка. Никогда такой не видел. 30 тысяч. Интересно. Ручки протянула, просит. Что-то просит. Значит, ты занимаешься творчеством, чтобы отказать от работы глаза, да? Смотри, я тебе думаю, знаешь, Вот интересная какая-то фигура. Не знаю, что это означает. Лягушка на голове сидит. ну так, творчество, поток. И я тебе скажу, что на мой Ух ты, взгляд, это часики так бьют. надо делать, если даже и делать, то что делается, то делать нужно как-то более достоверно, то есть уходить в 903 год. Вот эта рама и портрет. Тоже. ну, уж дорогая. 120 она стоит минимум. А мне же эмблему нужно было лучше. Часики. Я хотел себе эмблемный пиджак вышить. В масонском стиле можно? Нет. Какой здесь портрет? По-моему, сказал 40 тысяч, если не путаю, или не больше. Роскошно. Смотрите, ух, Хорошо, ладно. цвета Кто какие. потребитель всего этого? Ну, возрастная группа, нам понятно, там молодые. 14 до 30. Вот так. Телефон старенький. Покупается их просто разово, как фенечка прикольчик, да? Или собирается. 60 тысяч Ну вот, у лампа. меня есть, например, постоянная покупательница. Как только у меня открытка новая появляется, она мне сразу пишет, я ее отправляю. Ну, вот, по-моему, 58 год, Таланга.
рисунок карандаша. Еще куколок вам хочу показать, вот этих антикварных. Набор. Не, вот у нас есть знакомый такой Гриша, Кружева какие шикарные на платье-то. На оранжевом. посещал те или иные места, продажи им подобных. Оконная рама, либо зеркальная, как вариант. И колокол огромный висит здесь. Тоже на подставке. Я думаю, Так, что вам еще снять? Просто поэтому не можем запустить. потому что это Вот такая пластинка, если я не ошибаюсь и правильно говорю, от Симфониона. Вот он сам. Здесь заводишь на ключе, он сюда бросаешь монетку, и он по этим вот читает музыку, по этим ложбиночкам. я не расстраиваю, я настраиваю. А подскажите, пожалуйста, вот эта курочка сколько стоит? Два? Курочка? Я подумал, что это вроде как какой-то витринки, а вот это Симфонион. И еще какое-то название есть у этого предмета. Не сказали, я забыл уже. Но рисунок какой на стекле роскошный. Фортуна написано. А вот такую мне высылала Маргарита. Точно такую же. Маленькие здесь вот эти два варианта есть. Перец и молки. Это недалеко от Эдуарда, где я снимал Эдуарда на Арбате. Ну что, пойду вот еще ту фигуру сейчас сниму. Вот такой есть шкафчик для лекарств тоже. Но мой-то покруче, согласитесь. 3000 вот такая бронзовая мордашка. Что это, свинка или чертик? Кто это, непонятно. Иероглифы на голове. Но я пришел вот к этой фигуре показать вам. Аллегория. Чего это? Воды, ветра или чего это? Не знаю. Здесь комплект стоит Ваймер. Видите, весь в золоте. 70 000 стоит. Это только вот это, я так понимаю, 70. Это, ну да, это отдельно. Это за все 5000. Вот эти тарелки 70. Вот там еще продолжение. Такую маленькую витринку можно приобрести. На нее красиво что-то можно поставить. Вот эти вазы тоже вот нравятся. 15 000 мальцов. Семья, вот это необычный кувшин, вот этот, да? Рисунок не такой необычный, на черном стекле. Пепельница, 1000 рублей. Есть вторая такая же, но она меньше размеров, более компактная. Ее проще будет продать, поэтому она дороже гораздо. По-моему, 20 000 сказали. А так она в точности как моя. Только моя темная и шире. Но мне и нужна вот все-таки широкая. Хотя и это было прекрасно. Ну, смысл брать за 20, когда есть за 7. Что деньгами сорить-то, правда? Кстати, картина здесь стоит, узнаете? Сундучок с какой-то красивой обивкой внутри. Как думаете, что здесь хранилось ранее? На розовой обивке что-то лежало. Может быть, столовые приборы, может быть, духи. И вот еще такую полочку нашел. 3000. Такой коричневый кувшинчик. Поливать цветы ваши на балконе. Или дома, вот чтоб стоял. На кухонном окне, допустим, рядом с цветами. Думаю, что недорого, хотя не знаю. У них цены почти на все написаны, а здесь нету цены.
А может на крышке? Нет, на крышке тоже нет. И витрина тоже. Вот это, посмотрите, какая интересная, необычная. Широкие ножки такие. Какая-то она такая невысокая совсем. Красивая. Это само основание очень красивое. У тебя прям мебель, Вася, ненависть. Зеркальце деревянное, обычное. Цены нету. Мишки тут стоят, игрушки пластмассовые. Вот такой клоун. 3000. Ух ты, какие ушки у него. Печальные. За одно тянешь, другое подскакивает. Получается, все время одно висит, а тут два. Что-то его жалко прямо. Еще вам засниму. Кто хотел приобрести. 15 тысяч, не так уж и дорого. Чешский хрусталь. Чехия, хрусталь. Французский прибор. Вернее, комплект из приборчиков. Главное. Вот с таким Я нашла эмалью, наверное, или что это? С таким рисунком. Ой, пардон. И он предлагает положить. Немножко горло мне еще побаливает. Это для вскрытия. Положи все, ну раз уж перевел. Это что? Это для написания, по-моему. Сюда перо вставлять. Не знаю. И вот этот, наверное, что-то подтачивать. Грифель или еще что-то. Ближний Восток. Василий, дай мне один. 5000 этот комплект стоит. Сколько они у нас? А, нет, 7990. Мне показалось сначала, что там четверка. Да, интересный комплектик. И главное, что в целостности. Ну, в качестве подарка на серьезном, солидном столе. У вашего супруга, особенно который пишет стихи или что там, поэмы. Может быть, как раз и у вас напишет. Карболит, думаю. Цыганка. Ну все, вроде бы я вам все снял, все показал. Дулева, 30-е годы, 13 тысяч тарелка, большая блюдо А такое. это французы вы говорите, да? А вот, кстати, смотрите, такая штука, вот как, примерно как, ну это уже СССР, да? Да, Марина привезла ту из Италии в итальянском стиле, это уже в нашем советском стиле. Тазик и подставочка и этот ковш, да? Кувшин для умывания. Такой комплект. Так, я уронил машинку. Комплектик вот такой по-русски, так скажем. Ну вот даже не встречал ни разу такой. А сколько? Не пойму, что это за цифра. 2 или 4. А, 2, черточка 990 он стоит. 3000. Колготочка. Погода. А утюжок, смотрите, какой. А, вот этот петушок на заводе. Ключик от него лежит. Ну все, вот вам заодно купил, покупку сделал и заодно вам заснял магазинчик новый. Я не могу эту улицу выговорить, но это вот она с другой стороны Арбата. На всем с вами и попрощаюсь. До завтра, до новых встреч. Кря-кря-кря. Ваш Иван Рыбников. Жду ваших лайков, комментариев и жду вас на Яндекс.Дзене, конечно же. Вот упустил я эту тумбу, очень красивую, похожа на мою, с верхней частью необычной вот такой. Верхней частью здесь что-то, видимо, украшение какое-то было, может быть даже крест. Мраморная столешница и такая вот красивая форма внизу. Красивый. Может даже и кровать была, вот как у меня в комплекте с ней, с этой тумбой. Прощался, а сам еще дальше пошел лазить. Ну, кстати, вот хорошо, что у них цены указываются. Вы сразу видите цены. У многих стоят, да, вот такие комплекты остались. А вот ложечки с камешками, с натуральным камнем, я так понимаю. Вот она. Такая. А, ведро вот такое, подставка под зонт, под зонты.
Урну напоминает. Не знаю, старый наверное, уж. из бамбука. Конечно. Да, я хотел мне Для зонтов 7 тысяч она не стоит такое вот экспонируется урна ведро просто. тире. Но нужно только не только для зонтницы. Знаешь, Это почему? все продумать еще что-то. Потому что там тигры лежат. Да. Тигры лежат. Да. Кстати, как кашпо даже это интереснее было Сейчас бы. мы прям- Элементы тут на месте ставим. Это даже не эксперимент. Это глубокая реставрация. Глубокая. Моментально. Даже не поверхностная. Ну, сейчас она будет свежее. В Понятно. любом случае. В нем нужно в этой части, если использовать донышко, конечно.